Привет! Это канал Sony Create. В этом видео я расскажу, как сделать перчатки. Я использовала кожу и искусственный шелк. Сперва сделаем выкройку. Для этого обвожу свою кисть на бумагу с двух сторон. Определяю положение срезов на пальцах и запястье, уточняю маркером. Сбоку рисую деталь боковой стороны кисти на глаз, а большой палец с внешней стороны нужно расширить, чтобы он потом смотрел не в сторону, а перегибался на ладонь. Разделять 4 пальца будут длинные прямоугольнички. С большим и указательным пальцами пришлось подумать, разберемся с этим позднее. На ладони я делаю 2 части, для большого пальца и всех остальных. Перевожу на другую бумажку и вырезаю первые выкройки. Делаю образец, макет из хлопчатобумажной ткани. Вырезаю с припуском 3 мм. Сшиваю. Вместо фигурной вырезки делаю просто разрез. Примеряю. Как видите, первая перепонка между большим и указательным пальцем выглядит очень странно. Ее не получилось сделать, поэтому нужно доработать выкройку. Между пальцами полоски шириной 2 см без припуска. Первые наработки выполнены в черном цвете, вторые исправления в красном. Я расширила большой палец и указательный. Сделала новую группу лекал. В ней объединила внешнюю сторону и внутренний большой палец. Снова сделала макет. Между всеми пальцами полоски шириной 2 см без припуска. В принципе, мне понравилось, как сидит, но нужно немного расширить полоску большой перепонки, как показано зеленым с обоих сторон. Дальше нужно подровнять длины на запястье и длины пальцев. Перевожу третье изменение зеленым цветом на новую бумагу. Вырезаю. С макета переношу длину большой перепонки и расширяю ее на нужном расстоянии. Обвожу на ткани выкройки для образца. Вырезаю с припуском примерно 3 мм и сшиваю. Также вырезаю длинную полоску шириной 2 см без припусков. Сшиваю все вместе. Примеряю. Еще раз равняю низ и перехожу к пошиву. В качестве застежки я взяла маленькие пряжки. Переложу выкройки на кожу и вырезаю с припуском 2-3 мм. 2 детали в одной большой я раздвинула для свободы. Еще намечаю линии для декоративных швов. Для перепонок беру полосу шириной 2 см. Сначала я хотела сделать ее из кожи, но потом сделала из искусственного шелка, чтобы не было толщины. Для застежки делаю полосу длиной примерно 25-30 см. Шириной, подходящей для пряжки. Прокладываю строчки с внешней стороны, стараюсь везде делать закрепки 2 стежка назад. После этого вырезаю фигурный срез. Соединяю 2 внутренних среза на ладони. Накладываю внахлёст друг на друга лицом к изнанке. Быстренько пристрачиваю срез к срезу изнанкой друг к другу боковую деталь. Заодно настрачиваю полоску по краю для застежки. Готовлю полоски 2 см шириной из шелка. Край я обожгла, чтобы не сыпался. И начинаю ее вшивать. Сначала проверяю идентичность 2 срезов по длине. И с внешней стороны начинаю пришивать полоски срез к срезу лицом к лицу. Отворачиваем и пришиваем к внутренним частям срез к срезу, изнанка к изнанке. Отрезаю излишки и подпаливаю край шелка. Таким образом делаю еще 2 перепонки. Переходим к большой, последней.
Для нее я сделала двухслойную деталь из шелка. Закрепила их между собой строчкой и сметала по краям, чтобы было удобно вшивать. Начинаю с внешнего среза лицом к лицу. Вшиваю, соединяя срезы. Отворачиваю и вшиваю изнанка к изнанке с внутренней стороны. Также я решила сузить указательный палец и прошила с большим припуском на перепонке. Отрезаю его и подпаливаю. Переходим к ремешку. Пряжку с одной стороны нужно закрепить на ремне. Для этого делаю в нем отверстие горячим шилом на расстоянии 1-1,5 см от перчатки. Делаю маленькую шлевку со строчкой. Фиксирую шлевки с изнанки на ремне с помощью клея. Вставляю пряжку. Потом закрываю шлевку, перегибая ремешок наизнанку и прострачиваю. Закрепляю остаточный кусочек клеем. С другой стороны делаю отверстия 0,5 см друг от друга. Перед этим или после прострачиваю по периметру для красоты. Примеряю, и вроде бы все готово. Еще такие перчатки можно сделать из замши или другого несыпучего материала. Чтобы ничего не пропустить, не забудь подписаться на канал и социальные сети, в которых я размещаю много интересного. Задавай свои вопросы в комментариях, ставь пальцы вверх и увидимся в следующем видео.